Привет всем! А вот видите эту прекрасную колонну, которая движется по льду? Это, как понимаете, семейство лебедей, голубь, голубка и их птенцы. Они задали нам задачу, загадку. Они пропали, их не было около недели. А мы увидим потом, как они уходят, так вот весело. А ситуация была такая. Озеро замерзло, заледенело. И той же ночью, когда произошло вот это замерзание, семейство лебедей исчезло. Мы пришли утром, их не было. На другой день заявилась вот эта парочка. Это Маша и Максим. Пока голуби были здесь, они не могли подойти, потому что их голуби не пускали, гоняли. Вот они воспользовались отсутствием семейства и пришли перекусить. Но как-то раз... Думают, что это было, что это было. Но они немножко дальше пролетели, чем... Ну, при таком ветре, что ты при такой... Поправку на ветер не сделали. Инерция при такой, ну, конечно, туда фью только. Как-то раз Ирина заметила в окно, что на лед садится стая лебедей. Это были голуби. Прошла почти неделя, как их не было. Ладно, посмотрим, какие действия их будут дальнейшие. Ну что ж, мне пришлось собраться, приготовить корм, взять камеру и пойти посмотреть, где они, интересно, были и что они собираются делать теперь в новой обстановке. Ну, вот видите, пока лед еще такой крепкий, не очень скользко, а потом будет ситуация, когда сверху будет вода, лед начнет таять и сверху будет слой воды, тогда будет очень скользко, им будет трудно ходить. А пока, видите, это голубь, первый дошел, вот этот корм насыпан, если вы смотрите канал, то знаете, это для уток в этой части. Но он прекрасно понимает, что надо идти дальше, там будет кормушка с настоящей едой для лебедей. Там дальше мы видим, голубка идет, а детишки, они самые последние. Итак, осталось допросить голубя, куда же они летали. Ну, скорее всего, были в Италии. Ну где вы были, дорогие? Что-то похудели, я смотрю. Да, летали. Сколько у вас? Неделю почти не было. Если смотрели предыдущие ролики, знаете вот про эту прорубь. Это прорубь специально, чтобы они во время еды могли пить. Во, и моя прорубь пригодилась, да? Посмотрите, на канале есть ролики про то, как Маша с Максимом приходили и вот эту ситуацию с их семейством. Ну, естественно, голубь у нас вот так. Вот, идет, под ноги не смотрит. Ну, у них все уже готово, вот я уже насыпал им корм. В ведерке стоит такой сухой корм, такие гранулы. А в кормушке насыпан такой тертый, там кукуруза злаковая. Рядом прорубь, чтобы могли воду брать. Все готово. Это у нас голубка, она тоже, естественно, останавливается, тоже там утиную еду. Да, не было их дней 6, наверное. В принципе, от нас лету до Италии или Словении, где озера не замерзают, в принципе, один ночной перелет. Лебеди летают ночью, по ночам. За ночь стая может преодолеть до 200 километров. От нас до Адриатики гораздо меньше. Поэтому, в принципе, они за несколько часов вполне, за один ночной перелет, они могли запросто оказаться на другом озере. А потом, вот смотрите, видите, ветер колышется как тростник. Это теплый южный ветер. Вот будет таять на глазах, появится снежная каша на льду. Видимо, они прилетели вместе с этим теплым ветром. Я ездил по озеру, я везде все объехал, честно. Был на заповеднике, был на западной части озера, смотрел. Их не было. То есть они действительно куда-то улетели. Куда улетели, ну, кто его знает. Ну вот, веселые ребята там
тоже подгребают. Вот ситуация, конечно, им не очень нравится. Они сесть, вот точно приземлиться, да, не могут. При посадке, особенно на лед, они еще они садятся в некотором отдалении. И вот раньше, когда была вода, все было просто. Они садятся, потом с их лапами там пару грибков ты уже приплыл на место. А здесь им приходится и ходить пешком. Пешком по льду, по скользкому. То есть для лебедя вообще ходить пешком это неуклюжий. Масса тела большая и ходить на лапках не так удобно. А тем более вот такие дальние переходы, им это не нравится. Когда вот каша появится, они вообще будут плохо ходить, они будут буквально несколько шагов сделал, лег отдохнул. Это не комфортная среда для лебедей. Что поделать? И на поверхности льда, видите, уже вода. Тонкий-тонкий слой. Начинает таять, и они собирают там клювами, так сказать, по воде, собирают, по льду вводят клювами, собирают воду. Еды у них, в принципе, хватает. То есть они пока еще добывают, выглядят все прекрасно. Они, перелет, да, они немножко похудели, конечно, летали. А обратите внимание, они все одинаковые. Птенцы вот такого, чтобы кто-то был, совсем такой заморенный, нету. Они все примерно одинаковые. В прошлых роликах говорили, вот смотрите, этого оттирают от кормушки, не дают ему есть. Абсолютно нет. Они все, все получают. И птенцы, тьфу-тьфу-тьфу, скажем так, они все такие справненькие. Вот, все, компашка подошла. Я бы не сказал, что они страшно голодные. А когда лебедь голодный, это видно. У меня в некоторых роликах есть, когда лебедь голодный. Видите, родители шпыняют детей, а я про это скажу. Вот, их корм. Дело в том, что они уже давно отделили птенцов. Где-то в 6-7 месяцев после рождения родители уже отделяют птенцов. Птенцы живут сами. И процесс отделения уже произошел. Они, на самом деле, по ночам они в разных местах ночуют, все, но они собираются днем. Собираются у нас, собираются. Потом они могут летать, мы увидим, что родители остались, птенцы куда-то улетели. То есть они уже не живут такой не ходят гуськом дети за родителями. Но почему же они оказались вместе? Это зима. Некоторое количество улетело, стая с озера какая-то улетела еще в ноябре. Они остались, но потом, учитывая зимние условия, когда выпало много снега, они образовали стаю. Это не семья, это стая. Это немножко другое. То есть они, это тоже, естественно, вступить надо. То есть они вместе держатся. Потому что они вместе летают. То есть на юг надо было улететь, они улетели все вместе. То есть это уже, скажем так, их нельзя уже рассматривать как родителей и детей. Это уже объединение скорее по интересам. Вот этот у нас самый умный взял, просто встал на корм. Просто взял и встал. И тянется из проруби водички попить. А я потом эту прорубь расширю, будет видео, голубь с голубкой, купаться будут там. И Маша с Максимом тоже будут приходить, купаться будут в проруби. А я все смотрю, тут думаю, интересно, он пойдет, вступит или нет. По идее должен. Если это папин сын, то обязательно должен. Видите, окрас еще не поменялся, но это еще долго.
но по размерам они уже не менее крупные, чем родители. Вот смотрите, так должно было случиться. Ну. Все, они перекусили и пошли. Родители устраиваются там, лежат на льду и периодически подходят. То есть они на солнышке, там тем более к вечеру солнце как раз светит хорошо. Они на льду проводили, родители, вот все дни. Последние дни вот они, как после прилета стали к нам ходить, они много времени на льду проводят. Вот только, просто из окна смотришь, да, лежат где-то там в некотором отдалении от берега. А птенцы, молодежь, они все время летают. То есть они не держатся с родителями, они вот покушают, потом отойдут, посидят немножко и куда-то полетят. Я за ними не наблюдаю, то есть они постоянно, вот перелеты от заповедника, потом на запад полетели, потом у нас сели, потом опять полетели. То есть у них такое беспокойное, ну им нравится еще, наверное, летать, держатся вместе. Ну, у них такая команда. Это самая большая семья на озере. Выводков несколько было в 2020 году. Ну, вот мы видели с 2 птенцами. Было одно семейство с 3 птенцами, одно с 4 птенцами. А у этих выросло 6 птенцов. То есть они такие опытные родители, сохранили их. Вообще, лебедь, вот наблюдаешь за ними зимой, это насколько это выносливая птица, это просто что-то невероятное. Насколько суровые, сложные условия, и они справляются. Их, конечно, жалко. Вот, но... А сейчас мы с вами посмотрим, как они будут улетать. То есть они поели, потом немножко, так сказать, вот посидели группой. Вот, я, к сожалению, вот этот отлет таким солнечным днем не застал, а снял его на следующий день. Вот, был туман. Вот, смотрите, такая туманная абсолютно, туманный день. Это еще утром съемки. И вот смотрите, один сейчас, вот, он захочет пройти и просто споткнется и крыльями махнет. Вот он просто... И все раз, два, три, 4, 5, 6 пошли, а сейчас увидите маму, которая за ними летит. Куда? Вы куда? Полетели. А папа нет. Папа голубь, он такой. Он сидит себе спокойно и никуда не торопится. Смотрите, целая серия роликов есть про зиму, про лед и про лебедей. Ну и само собой котики. Само собой наши Вилли, Анфиса и Арчи. Для тех, кто первый раз смотрит мои видео, я сделал нарезку. Посмотрите, что можно увидеть на канале, и подписывайтесь. Очень хороший канал.
Обязательно посмотрю. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!